Всем привет! Давайте знакомиться. Я Алекс. А я Юля, и мы на Сейшелах, вместе, при упоминании которого у большинства людей в голове возникают райские пляжи с очень фотогеничными валунами. В первой части нашего путешествия мы прилетели на самый большой остров Маэ, где сняли виллу, и на этой малыхе объездили все самые лучшие пляжи, включая тот, где снимали Дом 2. Покорили 3 хайкинга, познакомились с сейшельскими черепахами и рассказали про еду. Ролик с Маэ вы можете посмотреть по ссылке в правом углу, но мы не собирались ограничиваться одним островом, поэтому отправляемся дальше. В этом выпуске мы познакомим вас с еще одним островом Ладиг, на котором располагается самый фотографируемый пляж мира – Ансур-Даржан. Да и вообще, на наш субъективный взгляд, на острове Ладиг собраны лучшие пляжи мира – Анс-Кокос, Петит-Анс. И на десерт мы покажем вам секретный пляж Анс-Марон, путь к которому был, очень непростым. Хотите окунуться в эту атмосферу и узнать, как отдохнуть на Сейшелах бюджетно и ярко? Тогда погнали смотреть! Туристу, который захочет посетить другие острова Сейшел, нужно знать, где и как купить билеты. Передвигаться между островами на Сейшелах удобнее всего на пароме, который называется Кэт Кокос. Компания является монополистом в своем деле. Цены и расписание вы сможете узнать на их сайте catkokos.com. Купив билеты, отправляемся на пристань, где уже собрались такие же желающие посетить другие острова Сейшел, как и мы. Вот и закончилось наше пребывание на острове Маэ, и мы сейчас отправляемся на ферри на следующий остров, который называется Ладиг. Проезд стоит на самом деле дико дорого, на двоих туда-обратно нам вышло 20 000 рублей. И здесь, самое интересное, нет никаких альтернатив, вам в любом случае придется заплатить, если вы хотите посмотреть больше островов. Это Сейшелы. Затем погрузили вещи и стали дожидаться отправления. Что глаза выпучила? Я плыву на Ладиг. На борту есть 2 класса – эконом и бизнес. В бизнесе пусть отдыхают богатые европейские пенсионеры, а мы по бюджетному, экономам. К тому же эконом весьма неплох. Под местные клипы 1,5 часа пути пролетели незаметно. Встречай, Ладиг! Мы прибыли на наш следующий остров, остров Ладиг. Первым делом мы организовали себе трансфер, взяли машину прямо на пристани. Обошлась она нам 200 рублей. В пути всего лишь 5 минут, потому что это совсем недалеко, чуть больше 2 километров. Гестхаус оказался очень простым, я бы даже сказала, повидавшим. Ковер на стене. Ну что за безвкусица? Справедливости ради, скажу, что за свои деньги пойдет. К тому же нам в нем только ночевать. Поэтому выпили по велком-дринку и ринулись знакомиться с островом. Да так, что только пятки сверкали. На острове сразу бросились в глаза фрукты, которые висят прямо на улице. На Маэ такого не было. Мы нашли тут местный деликатес, который называется хлебное дерево. Вот так вот он выглядит, но мы думаем, что он еще недостаточно спелый, этот плод. А вообще остров Ладиг очень такой, мне кажется, камерный и уютный. Он значительно меньше своих не менее известных соседей островов. Но здесь также есть что посмотреть и большое количество пляжей. Мы на острове Ладиг. Он знаменит своими красивейшими пляжами и маленьким размером. Здесь все ездят на велосипеде, и жизнь течет настолько размеренно. Пойдемте знакомиться с островом поближе. Туристы побогаче передвигаются по острову вот на таких карах, или даже на таких. А кто-то усиленно крутит педали, пытаясь забраться в гору. Велосипеды и правда здесь очень популярны, и мы на них еще погоняем. Но первый день все же пройдемся на своих двоих.
Через каких-то полчаса оказались на первом пляже острова Ладиг. Точнее, это даже группа пляжей – Гранд Анс, Петит Анс и Анс Кокос. Все три расположены в уютных бухтах в виде полумесяца. Чистейшая вода, белоснежные пляжи, обрамленные фактурными валунами, которые являются визитной карточкой Сейшельских островов. Вы только посмотрите, какие краски, какой контраст. Но давайте о каждом из пляжей по порядку. Первым на нашем пути будет пляж Гранд Анс. До него проще всего добираться. Береговая линия широкая, протяженность около 3 километров. Как таковой инфраструктуры здесь вы не найдете, как и на всех пляжах острова. Да она тут, собственно, и не нужна. Здесь нужно просто наслаждаться. На первый взгляд может показаться, что все 3 пляжа довольно похожи. Но поверьте, все они имеют свой характер и особенности, которые вы непременно заметите. Здесь мы ввели традицию оценивать пляжи по 5-бальной шкале и продолжим это делать. Безусловно, моя оценка пляжу Гранд Анс на Ладиге – 5. Белый песочек, шикарная вода, прозрачная, волны. Но единственный минус – отсутствие инфраструктуры. Если захотите посмотреть все 3 пляжа, то придется немного попотеть, преодолев несложный получасовой трейл Анс Кайман. По сути, этот трейл состоит из 3 пляжей. Это Гранд Анс, Петит Анс и Анс Кокос. И все эти пляжи просто потрясающие. Они чистейшие, на них хорошая чистая водичка и есть волнишка, где можно покачаться. Промежуточной точкой данного трейла будет пляж Петит Анс, что в переводе «маленькая бухта». Хотя не такая уж она и маленькая, как мне показалось. Да тут все туристы Адлера смогут разместиться. А если серьезно, кажется, что туристы сюда совсем не доходят. И пляж за счет этого абсолютно безлюден. И, наконец, 3-й пляж, куда нам сегодня предстояло отправиться, это Анс Кокос. Дорога к Анс Кокосу напоминает трейлы на Мае. Опять камни, джунгли, все дела. Ничего нового. Пляж Анс Кокос оказался наиболее труднодоступным. Но для таких опытных путешественников, как мы, подобные челленджи уже стали привычкой. Вот наша природа совсем не трудна. Она все самое лучшее спрятала от человека подальше. И чтобы добраться до этого, нужно еще постараться. Хотя, наверное, если бы все это было доступно, это не было бы таким красивым, чистым и неизведанным. Это прекрасно. Наградой в финале этого маршрута нас ждал релакс в бирюзовом природном бассейне, который нам удалось отыскать в неспокойном океане. Эти виды точно пополнят копилку лучших воспоминаний об острове. Эта страна Ладига мне запомнилась чистотой и такой какой-то нетронутостью своих пляжей, потому что они все такие дикие. В перерыве между купаниями успеваем немного просвещаться. А вот вы знали, как добывают корицу? Вот этот тут мужчина собирает корицу. Смотрите, это дерево корицы. Если срезать кусочек коры и поднести его к носу, то раздастся такой сладкий запах булочек синнабонов, как будто только что из печки. Волшебно. Такие молодые. Такие забавные у них волосы. Идем сейчас с пляжа на острове Ладиг, и у меня такое ощущение, что мы отдыхаем где-то на тропической даче. Очень зелено, спокойно, тихо. Это противоположность острова Майе. Если вы хотите отдохнуть душой и получить порцию умиротворения, то вам однозначно сюда.
Атмосфера тут, ну, very friendly. Всем утро доброе. Я решил показать, как выглядит наш завтрак на острове Ладик. Выглядит он достаточно неплохо по местным меркам. И что радует, нам наконец-таки принесли фрукты. Забыл рассказать, что хозяин нашего геста организует свадебные церемонии на Сейшелах. Они здесь, как вы понимаете, пользуются особой популярностью. Where happened this wedding day? The wedding would be at Osus d'Argent, Ladix. So the couple have requested me this type of bouquet. This is red roses and the white roses. So that's for today at Osus d'Argent, about 12. Is it popular to organize a wedding day on Seychelles? Yes, very popular. I'm doing quite well. We are doing about 6 per week. Is it foreign people or local? Foreign, mainly foreign. 90% foreign. Okay, thank you. Мы с утра пораньше решили взять велосипеды, для того, чтобы было удобнее передвигаться по нашему острову Ладик. Велосипеды в нашем гесте были подушатаны, поэтому нам обещали сейчас их починить. Как раз таки вот парень пришел и будет сейчас подтягивать тормозные колодки у моего ляса. Как я и говорил, на Ладиге все ездят на велосипедах. Ну как ездят? В горку приходится катить его. А мы, припарковав свои велосипеды, отправляемся на один из пляжей, который называется Анс-Марон. Путь к нему лежит через еще один хайкинг. Кто-то может подумать: ребят, вы бы отдыхали, на пляжике лежали. Но нет, мы не можем просто лежать, нам нужно постоянно движение. Пляж является секретным, и добраться до него, ух, как непросто. Сама тропа проходит вдоль океана и поначалу выглядит очень даже простенькой, но это только поначалу. По пути к пляжу Анс-Марон вы увидите множество живописнейших бухточек. Здесь приятно прогуляться, трасса достаточно пологая. Сейчас вот, например, я иду по покрытию, которое, мне кажется, очень напоминает то, как должна выглядеть Луна. Какие-то такие раздробленные поверхности. Единственное, мы с Юлей забыли воду, дотянуть бы до конца. Мы забыли воду и очень сильно хотим пить. Но на нашу удачу нам попалось дерево с кокосами. Сейчас я буду их сбивать, и мы добудем оттуда молоко. Но вот этой дубиной я уж точно его собью. Ага. Крепкий орешек оказался. Но Робинзон из меня такой себе, и кокос победить так и не удалось. Благо, вот эта группа туристов выручила нас бутылочкой воды, и мы продолжили свой путь. Нам, если что, вон туда, за камни. Но вот как туда попасть – большой вопрос. Вам придется карабкаться через гранитные валуны, преодолевая тропические леса. Ну что, мы, как всегда, через тернии к звездам пробираемся на красивейший пляж. Надеюсь, он того стоит. Добраться до пляжа самостоятельно очень трудно, поэтому лучше воспользуйтесь услугами гида или доплывите сюда на лодке. Но мы не теряли надежды. Мы уже минут 40 идем, и еще непонятно, сколько нам идти к этому пляжу. Мы карабкаемся даже, да, вон сзади Юлька. Очень жесткий подъем, очень прям вот. Еще и никаких указателей. Мы как следопыты уже ищем чужие следы. Фу, ну, надеюсь, дойдем. Надеялись и не сдавались до последнего. Очень уж нам хотелось попасть в это секретное местечко.
В общем, не то чтобы мы отчаялись, просто мы не понимаем, куда дальше нам двигать. Но я вам издалека покажу этот пляж Ансмарон. Я так понимаю, что это вот уже вот здесь. Вот эти белые валуны красивые, то есть отличается цветом. И основная его прелесть, что там, ну, нет туристов, да. Туда тупо не пройти. Вот мы сегодня видели гида с 4 туристами. Они туда шли. Мы пытались с ними пристроиться. Гид сказал, что нет, я сегодня больше людей не возьму. Приходите завтра. Мы решили попытаться самим, но здесь прям катакомбы, реальные катакомбы. Среди валунов только. Как вы уже поняли, до цели в тот день нам не суждено было добраться. Но взглянуть на этот крохотный, и я бы даже сказал камерный и абсолютно безлюдный пляж с высоты птичьего полета нам под силу. Немного обидно, потому что мы потратили на дорогу часа полтора, наверное. Но рисковать не хочется, чтобы потом не вернуться назад. У нас, напомню, очень мало воды. И сама по себе дорога, она никак не обозначена. Все, значит, происходит путем проб и ошибок. Вот, ну ничего. Вообще, да, знаете, что ходит сюда экскурсия, как нам сказали, порядка $40 или евро с человека берут. Вот. Дороговато, но учитывая, какой сложный путь, наверное, не просто так они берут эти деньги. Очень большой плюс сейшельских джунглей в том, что здесь абсолютно нет опасных животных и змей. Поэтому я иду сейчас и максимально сфокусирован на дороге, а не на том, что откуда-то может выпрыгнуть на меня какая-то змеюка. Вот. Что я хотел сказать. Да, только если жена. Мы подобрались к следующему сложнейшему участку, через который мы лезли. Сейчас последний рывочек нам остался, и все. Здесь очень узко. Я иду первый. Жена за мной. Юля, иди сюда. Да, конечно, можно. Нужно. Последний рывочек мы преодолели и, наконец, выбрались из плена сейшельских валунов. После такой тяжелой дороги неплохо бы подкрепиться. Мы пришли, значит, на обед, перекус. Жена, сегодня вообще тейк-эвэй работает. Расскажи, что в воскресенье происходит здесь. Ой, в воскресенье на Сейшелах полнейший чил, все закрыто, не работает даже тейк-эвэй. И даже кафешку вообще с трудом можно найти, в принципе. Я решила сегодня по чайку. На Сейшелах очень распространенный ванильный чай. Пьют его обычно с молоком, и я сейчас тоже попробую. Расскажу коротко, что можно покушать на Сейшелах. Мы предпочитаем на обед заказывать пиццу. Стоит она порядка 200 местных рупий, и под пивко заходит просто замечательно. Поскольку в воскресенье на острове все закрыто и делать нечего, то мы решили объехать его весь и подробнее изучить. Несмотря на свои небольшие размеры, на острове имеется школа, несколько магазинов, пара церквей. Любители повеселиться найдут здесь бары. В этот мы еще заглянем. Жилье здесь на любой вкус и кошелек. Как попроще, так и лакшери, типа этого. Еще на острове есть вертолетная площадка, на которую мы пришли не просто так. Друзья, делюсь с вами лайфхаком.
Чтобы попасть бесплатно на самый фотографируемый пляж, вам нужно приехать вот сюда, где находится вертолетная площадка, и пройти вдоль забора. Если вы пойдете через центральные ворота, то вход обойдется вам 7 евро с человека. Калитка на вертолетную площадку открыта практически всегда, поэтому, я думаю, у вас получится пройти сюда бесплатно, так же, как у нас. Мы на территории парка Эль-Юнион, который, если вы пойдете нашим маршрутом, встретит вас кладбищем местных поселенцев Ла-Дига. Но есть здесь вещи куда более интересные. Если по каким-то причинам вы не смогли посмотреть на сейшельских черепах на острове Майя, то вы можете сделать это здесь, в парке Эль-Юнион на острове Ла-Диг. Эти две черепахи, видите, делят свою кормежку. А вот этот парень явно настроен на что-то большее. Как выяснилось позже, мы были на Сейшелах как раз в период спаривания этих потрясающих животных. На самом деле плохо, когда человек вмешивается в дела животных. Вот сейчас вот эти вот черепахи спариваются, и мы тут налетели с камерами. Мне бы это точно не понравилось. Даже мы неоднократно видели сейшельских черепах, но все равно не смогли пройти мимо. Они такие милахи. Также, оказавшись на территории парка Эль-Юнион, вы можете побывать на ванильных плантациях. Сейшелы славятся тем, что выращивают ваниль. Но в парк Эль-Юнион люди приходят не для того, чтобы посмотреть на черепах или ванильные плантации, а для того, чтобы увидеть самый фотографируемый пляж мира Ансурж-Даржан. На пляже Ансур-Даржан сразу видно, кто не заплатил. Те, кто заплатил, как правило, передвигаются на велосипедах, потому что заехали через центральные ворота. А те люди, которые сделали как мы, ходят пешком. Мало того, что безбилетница, так еще и воду не выключает. Ансур-Даржан – один из самых красивых пляжей мира по оценке National Geographic. А также этот пляж занимает почетное первое место в рейтинге самых фотографируемых пляжей мира. И я считаю, что это вполне заслуженно. Вы только посмотрите на эти валуны, которые так эпично раскинулись вдоль берега. Is it true that this beach most photography in the world? I think so, Why? because it's a nice white beach with good white sand, and it's quite long, and the landscape is I think it's not I think I know that it's very nice between the rocks and the vegetation, green, and I feel for this place. Первое впечатление от пляжа Ансур-Даржан – пляж как пляж. Те же камни, тот же песочек и тот же океан. Но людей сюда притягивает словно магнитом, чтобы сделать фоточки для Инстаграма и для других соцсетей. На пляже можно поплавать на каяках с прозрачным дном. 3-часовая экскурсия будет стоить вам порядка 50 евро. Ну, или можете почилить в единственном баре на пляже и выпить авторский коктейль, который выйдет вам в копеечку. Поэтому лично мы ограничились кокосом. Юль, ну ты допила кокос? Уверена? А то как бы 3 евро кокос стоит. Ну вроде по звуку допила, молодец. Последней капли. Все прям вот. Справедливости ради, нужно сказать, что у данного пляжа есть и свои минусы. Здесь много водорослей. Хочется спросить: ребят, ну вы серьезно? Но не будем столь критичны, ведь мы пришли сюда вечером, когда их прибывает сюда волнами. Around 8 o'clock, it's early enough for those who want to take photo, because after 8 onwards, when it's all clean, the people they just like to come and sit and to pass their holiday. Мы решили воспользоваться советом и вернуться сюда утром. А в завершении дня прекрасный сансет с видом на соседний остров Праслин, любоваться которым лучше всего с вертолетной площадки.
Время 7:30 утра, а мы уже идем на самый фотографируемый пляж мира Ансур-Даржан, для того, чтобы сделать фоточки без туристов. Если хотите также, приходите сюда пораньше. Место очень популярное и кишит людьми. Хочется показать вам весь масштаб этого места. И лучше всего с этой задачей справится наш коптер. Ну и, конечно же, увезти с собой на память пару фотографий. Вот теперь у нас достаточно оснований, чтобы его оценить. Самый фотографируемый пляж Ансур-Даржан от меня получает оценку 4 с плюсом. Да, множество крутых фотолокаций, но мелковато и на пляже водоросли. Я видела на Сейшелах пляжи и покрасивее. И если на этом наши приключения на Ладиге заканчиваются, то наш сейшельский трип продолжается. Но сперва мы поделимся нашими эмоциями об этом острове. Друзья, мы бы хотели коротко подвести итоги нашего пребывания на острове Ладиг. Остров очень маленький, камерный, и это полная противоположность острова Майя. Но, безусловно, стоит выделить на посещение этого острова 3-4 дня. Взять велосипед, насладиться этой неспешной островной жизнью и посмотреть на самые лучшие и фотографируемые пляжи мира. Да, приезжайте обязательно сюда, оказавшись на Сейшелах. А на десерт мы оставили остров Праслин, который мы покажем вам в следующем ролике. А чтобы вы его не пропустили, подписывайтесь на канал, также пишите комментарии, это поможет нашему каналу развиваться. До новых встреч, все, пока!